вице-премьер Российской Федерации, отвечающий за развитие ТЭК, Александр Новак сообщил, что с 1 мая будут прекращены поставки через систему «Транснефть» в направлении Германии, украденного завода в Шведте. Что меня удивило, не последовало какой-то резкой реакции со стороны Казахстана. Ну, а поскольку надо учитывать, что нефть Казахстана добывается на основании соглашения о разделе продукции, то где реакция компаний-операторов? Того же «Шеврона» и прочих крупных компаний. И что, как расшифровывать фразу «перенаправить»? Реакции нет. То есть, получается, что никто не возмущается тому, что вот так изменился договор, с Транснефтью соглашение было, заявки на поставки в этом году до 2,5 миллионов тонн казахстанские компании намеревались увеличить. По итогам прошлого года получилось почти 2,2 миллиона тонн, вот еще 30 тысяч добавить по этому новому маршруту. Новые, потому что это возможность диверсифицировать поставки, чтобы кроме КТК, Каспийской трубопроводной корпорации, не складывать яйца в одну корзину. Получается очень плохо, но с географией не поспоришь. И полная тишина. В это время где-то на берегах Балтики, к сожалению, были нанесены несколько ударов по нефтяным портам Усть-Луги и Приморска. Было очевидно, что БПЛА, которое запустил киевский режим, летят через территорию Прибалтики, по поводу чего МИД России, разумеется, высказался в адрес господ прибалтов, и неожиданно удары прекратились. Казалось бы, как что, может быть, это связано. Моя гипотеза, это нигде не озвучена, и вряд ли мы это в озвученном виде услышим. А сама фраза «перенаправить». Куда Транснефть может отправлять нефть из Казахстана? В ВСТО нет соединений прямых. Значит, куда-то на запад. Если куда-то на запад, то Балтика. Если это нефть Шеврона, то не исключено, что понимание ситуации со стороны МИДа Эстонской Республики, МИДа Латвийской Республики вызвано не только внушением со стороны МИДа России, но и совершенно меркантильными соображениями. Если «Шеврон» отправляет свою нефть в Балтийские порты, ему, естественно, нужна стабильность и уверенность в том, что его диверсификация состоялась. На самом деле, диверсификация для западных компаний, которые добывают нефть в Казахстане, тоже важна. Конечно, замечательно, что есть такой покупатель, как Германия, прекрасно, но он вороватый какой-то, один. Там есть какие-то специальные экономические термины, когда у тебя один покупатель. Если нефть уходит в порты Усть-Луги, Приморска, это совершенно другой разговор для тех же добывающих компаний. У них нет зависимости от одного покупателя, а поскольку, я сейчас очень мягко выскажусь, так по-мидовски раз вспомнил, несколько повысился спрос на нефть. Я мягко сказал? Мягко, да, достаточно. На самом деле, интересно работать не с одним покупателем, а искать премиальные рынки, договариваться, может быть, об отдельных партиях, не идти при этом через Черное море, которое становится все более опасным, а добиться стабилизации в Балтийском море и вот оттуда работать. Вот такая лично моя версия, не знаю, насколько она оправдана, но факт остается фактом. С 1 мая действительно нефть, добываемая на территории Казахстана, в Швед, на нефтеперерабатывающий завод, поступать не будет, при этом никаких возмущений со стороны всех участников. Транснефть не возмущается, удивительно, но факт. Но если серьезно, то вот эта тишина со стороны компаний-операторов Тенгиза, Карачаканака, Кашагана на какие-то мысли наталкивает. Не может быть, чтобы они вот так согласились с тем, что да, пусть небольшой объем, но тем не менее, если там 2,5 миллиона тонн умножить на 7,3, в принципе, больше миллиона баррелей в месяц, в общем-то, заметно, особенно при нынешних ценах. Тем не менее, реакции нет. Что это означает для Германии? Возможность диверсифицировать поставки, договориться с новыми поставщиками, выяснить свои прекрасные отношения. Много веков отношения Германии и Польши находятся на прекрасном уровне, на высоком. Почему вспоминаю про Польшу?
Швед, это территория Германской Демократической Республики. Нефть приходила по нефтепроводу «Дружба» через территорию Польской Народной Республики. Я старый, но я все помню. Были ли какие-то попытки перестраховаться, чтобы, ну, мало ли что случится с «Дружбой» или планово-предупредительный ремонт не успели сделать запасов? Да, были. Есть нефтепровод, соединяющий завод Шведти с Ростоком. Росток, мягко бы сказано, не самый крупный порт, и там многолетние контракты о нефтеперевалке. Втиснуть новое для Шведта, которому требуется 12 миллионов тонн нефти в год, если он работает на 100% мощности, физически невозможно, даже если стараться. Годовая мощность Ростока всего 3 миллиона тонн. Но имелся нефтепровод в город Гданьск, а это один из крупнейших европейских портов по перевалке нефти. И когда Германия отказывалась получать российскую нефть по «Дружбе», по магистральному нефтепроводу, Дружба нынче это предмет для шантажа. Как у Украины в отношении Венгрии, так и теперь у Польши в отношении замечательной Германии. Почему сложно? Ну, порт занят, трубопровод ремонтируется. В соответствии с немецким законодательством, если, конечно, Германия будет его придерживаться, что мы далеко не всегда наблюдаем, украденный завод предстоит приватизировать. Сейчас акции в распоряжении правительства нужно продавать. Чем ниже будут стоить акции на момент продажи, тем лучше. Методы действия компании «Орлен», государственного концерна Польской Республики, ну, по-моему, совершенно рыночные. Если завод работает на 20% мощности, его акции никому не нужны. Вот хорошо, вот и славно. Так что будем наблюдать за этой польско-немецкой драмой, за польско-немецкой дружбой. Что не скажешь, что какие-то двусмысленности получаются. Ну, Германии придется немножко ужаться. Не сказать, что это какой-то огромный объем для нее, но будут сложности с логистикой, потому что завод Шведти обеспечивал столицу, Берлин, обеспечивал целый ряд аэропортов. Теперь вот с авиатопливом будет немножко посложнее. Но это же не страшно. Главное, как сказала Урсула фон дер Каллас, развивать зеленую энергетику. И тогда вообще зависимости никакой не будет, а самолеты будут летать, ну не знаю, на чем они будут летать. На европейском духе. На мой взгляд, Казахстан не пострадал, иначе бы более звучно раздавались возмущения или еще что-то. Если молчат компании-операторы, значит, их интересы учтены. Что означает перенаправленность? Ну, вот география подсказывает, что кроме как в порты на Балтийском море эту нефть увезти некуда. Либо прекращать транзит окончательно, но, повторяюсь, слов возмущения ни из Астаны, ни штаб-квартиры компании-операторов мы не слышим и не видим. Вот такая обстановочка. Европейская, польская, казахстанская, американская, какая угодно. Можно прилепить любые слова. На самом деле, все, что касается рынка нефти, это действительно международный рынок. Здесь переплетение интересов очень такое плотное, иногда очень интересное. Давай в Европу мы точно с тобой еще вернемся с следующим вопросом. Я пока хотел вернуться все-таки к Ормузу и господину Трампу, который сказал о том, что через 3 дня произойдет как бы катастрофа в нефтяной отрасли, наверное, так я бы сформулировал Ирана. Мы знаем о том, что основным покупателем иранской нефти был Китай. На твой взгляд, если все-таки Ормуз останется заблокированным с 2 сторон, в том числе как бы и на отгрузку иранской нефти, что произойдет с нефтедобычей в Иране? Я так понимаю, что ее тоже надо сокращать. И как в этой ситуации, можем предполагать, отреагирует Китай? Ну, реакцию Китая мы будем наблюдать, если состоится, наконец, визит Трампа в Китайскую Народную Республику. Понятно, что для Китая это не самый тяжелый момент. Слава богу, Китай заранее готовился, и диверсификация у него весьма и весьма широкая. На день сегодняшний резко увеличился объем закупки российской нефти, тоже понятно. Нефть, поступающая из Ирана, это еще и возврат кредитов, которые предоставлял Китай на не очень понятных условиях, но то, что кредиты были, это совершенно точно.
Здесь может быть влияние не столько из-за объемов, а из-за того, что экономические интересы страдают. Китай, разумеется, выступает за то, чтобы ситуация вокруг Хормуза разглаживалась. Голоса из Тегерана, тем не менее, несмотря на все попытки Соединенных Штатов блокировать, точно известно, что 3 танкера сумели совершенно спокойно пройти мимо этих американских корабликов. Что будет, если Соединенные Штаты найдут возможность усилить блокаду? Ну, ровно то же, что мы наблюдаем во всех остальных странах Персидского залива. Необходимость снижать объем. Знатный нефтяник Дональд Трамп, который рассказывает о том, как взорвутся нефтепроводы, потому что нефть некуда девать, и она как вот сейчас тут выстрелит, но это оставим на его совести. Опять там кто-то где-то рядом стрелял, может быть, у него адреналина слишком много в крови, поэтому вот такие высказывания себе позволяют. Понятно, что нефтяные компании за всем происходящим внимательно следят, и если будет снижаться возможность отгрузки, будут снижать объемы добычи. Какое давление, какое влияние на мировой рынок нефти это окажет, ну, тоже совершенно очевидно. На тот момент, когда были приостановлены санкции в отношении иранской нефти, вроде бы есть оценка, что Иран сумел поставлять более 2 миллионов баррелей в сутки, да, в основном в Китай, но поскольку санкции были сняты, не исключено, что нефть иранская, были официальные заявления Индии о том, что она после долгого перерыва закупает иранскую нефть, может быть, еще куда-то расходилась. Вот эта дополнительная нефть уйдет. Разумеется, дополнительное бычье настроение и на рынке спотовой торговли, и на биржевых котировках фьючерсов неизбежно скажется. Остается следить за событиями, за формулой Троцкого: ни войны, ни мира, а арбуз перекрыть. Ну, давай тогда возвращаться в Европу. Следующая новость из Чехии, которая договорилась с Азербайджаном, Казахстаном и, по-моему, с Узбекистаном на поставки нефти, то есть на диверсификацию поставок нефти в страну. Но вот я понимаю, там Казахстан с Узбекистаном, наверное, еще все-таки более не менее нефть по составу будет одинакова. Но Азербайджан, Азерилайт, насколько чешские заводы заряжены на поставки вот такой легкой нефти, и, на твой взгляд, не является ли это вот таким, что называется, фактом тех голосов в Европе, которые все чаще говорят о том, что, ребята, давайте все-таки возвращаться к поставкам российской нефти, да, и никакие санкции реальную нефть на рынке не заменят? Ну, давай по порядку, а то как-то действительно все эти энергетические новости умудряются сваливать в одну кучу. Предстоящий визит чешской делегации в Баку, Астану, точно должен быть, вроде бы в середине мая намерены проехаться. Речь идет о проекте так называемом Trans-Caspian Green Energy Corridor. Причем это должен быть зеленый кабель. Электроэнергия, выработанная на возобновляемых источниках энергии, через Каспий кабель, дальше по территории Азербайджана в Грузию через Черное море, и вот здравствуй, Европа, здравствуй, кабель, специально покрашенный в зеленый цвет, чтобы мы все радовались происходящему. По проекту одно время говорили много, потом, видимо, оценив, насколько спокойна ситуация в акватории Черного моря, решили говорить меньше. Даже не знаю, ну, видимо, погодные явления какие-то на Черном море. Тем не менее, вот визит этой делегации предстоит. Будет ли речь идти о попытках диверсифицировать поставки азербайджанской нефти? Вот кто не переживает в нынешней ситуации, так это Баку. Мало того, что у него качество нефти премиальная по отношению к бренду, долгосрочные контракты есть, проблем никаких не испытывает совершенно точно. Появится новый покупатель, ну, чем можно соблазнить State Oil Company of Azerbaijan Republic? Я, конечно, понимаю, что надо бы говорить по-русски, но вот государственная нефтегазовая компания Азербайджана, ну, попробуйте аббревиатуру назвать, поэтому я остановлюсь на Сакаре. Оно как-то, ну, язык легче поворачивается. Ну, чем можно соблазнить Сакар? Предложить более выгодные условия. Если Чехия на это способна, она молодец. К
к тому времени, когда делегация доберется до Баку, ну, откуда, кто может знать, какой будет уровень стоимости нефти и что нужно будет предлагать. На самом деле ситуация мирная, что касается продуктов нефтепереработки. Ну, вот если не говорить о всевозможных биржевых торгах, котировках фьючерсов и так далее, а на землю грешную спуститься не хватает нефти. Вот у меня нефтеперерабатывающий завод. Вот емкость, в которой я создал ту смесь, которая для моих технологических процессов оптимально подходит. А нефти нет. Вот в этой емкости уже видно дно. Перспективы. В связи с отсутствием сырья остановить переработку. Значит, после того, как нефть будет доставлена, там, допустим, через пару дней после остановки привезли нефть. Ну, завод простоит недели 3. Потому что надо по новой заполнять все участки технологической линии, и все это проблемно. Поэтому время от времени возникает ситуация, когда нефть нужна практически по любой цене. Рекордную отметку я так для себя зафиксировал из того, что в открытых источниках можно было найти. В Бангладеш один нефтеперерабатывающий завод вынужден был покупать нефть по стоимости $267 за баррель. Просто грозила остановка завода, и у них не было другого выхода. Но это крайний случай. Действительно рекордная отметка, действительно такие вот обстоятельства так сложились. Конечно, если представители Чехии предложат Азербайджану вот такую стоимость, безусловно, вся азербайджанская нефть уйдет в Чехию, тут никаких вопросов нет. А если предложат $300, так ну, это ближе к анекдоту на самом деле. Что касается вот этого проекта зеленого энергетического коридора транскаспийского, название достаточно такое короткое, потому что если разворачивать в полную, транскаспийский, черноморский, не выговоришь. Здесь подвижки со стороны всех 3 республик, участвующих, и Грузии, как того места, где кабель нырнет в Черное море, они видны. При этом я бы не сказал, что это некая зеленая истерия, то есть вот все утыкаем в ВИА, и все будет куда-то там. Если выработка на ветровых солнечных электростанциях будет предназначена для экспорта, объединенные энергосистемы всех стран-участниц только выиграют. Климатически зависимую генерацию в Европу. Европа не такое видела, она ко всему привыкла. Кстати, на днях будет год со дня событий в Испании, блэкаут я имею в виду. Это не я рассказываю историю про зеленую генерацию, это вот жизнь показывает, во что это может превратиться. Но общий мотив достаточно понятен. Строим новые электростанции, потому что спрос во всех республиках растет, в бывших советских республиках спрос растет. Да, можно говорить красивые слова про ветер, про солнце, но нужна надежная базовая генерация. Строим новые электростанции, обычные, традиционные, тепловые, все, что приносят панели и турбины в электростанции, отправляем в Европу. Нормальный мотив. Как это делается? Ну, я позволю себе напомнить, у нас как-то это... Мы почему-то про Азербайджан вспоминаем, когда у нас что-то конфликтное возникает, а на самом деле, в прошлом летом была открыта новая электростанция в Менгечевире, газовая, 1,88 гигаватта. Для Азербайджана это эпохальное событие, поскольку установленная мощность объединенной энергосистемы Азербайджана до этого момента была 8 гигаватт. То есть одной электростанции на 25% поднять установленную мощность – это действительно глобальное событие для республики. Станция новая, высокий коэффициент использования установленной мощности, высокий КПД, такая комбинированная электростанция, сейчас так, чтобы в подробности не вдаваться, начинается с газовой турбины. Газовая турбина вращается, поскольку в камеру сгорания поступает атмосферный воздух и газ под давлением. Очень высокие температуры. Даже после прохождения вот этой замечательной смеси газов горения температура не падает, ее отправляют в следующую часть, парогазовую установку.
обычный теплообменник, дальше появляется вода, вода идет на паровую турбину, то есть КПД совмещенный под 80% улетает. Сделано это самостоятельно. Ну, понятно, что и западные технологии, разумеется, использовались, но для постсоветского Азербайджана это действительно такое более чем значимое событие. И после этого можно с чистой совестью строить, не знаю, ветряки или, как соседи в Грузии, заниматься строительством малых ГЭС с тем, чтобы радостная Европа покупала эту зеленую генерацию. Потому что у нас дома уже все в порядке. У нас работает абсолютно новая газовая электростанция, работает вне зависимости от климата, значит, наш внутренний спрос будет благополучно удовлетворен нами самостоятельно. Вот абсолютно такой прагматичный подход. Что касается Грузии, то вот их увлеченность малыми ГЭС, она сказалась этой зимой. Объем импорта электроэнергии подскочил чуть больше, чем на 20%, в том числе и из России. Малая водность. Малая водность. Вот такая ситуация, когда соседи выручают. Ну или, поскольку мы в капитализме живем, соседи приходят на выручку. Я надеюсь, что я корректно выразился.